Всех приветствую в новом проекте. Этот проект – подарок моим сыновьям на Новый год. Кроме того, это первый проект, в котором я работаю с массивной древесиной. До этого все время у меня были проекты, связанные с какими-то другими материалами. Как-то я опасался, стеснялся, боялся испортить материал. Не было подходящего проекта, который бы был мне по силам. И поэтому я только первый раз сейчас в этом проекте использую массивную древесину. Я использую мебельный щит дубовый двух видов. Мебельный щит 40 мм толщиной для каркасов и мебельный щит 20 мм толщиной для фасада. Также в проекте используется шпон дубовый и шпон американского ореха. Шпоном отделан фасад. Это декорация в виде эмблемы PlayStation. Весь этот проект он посвящен PlayStation, и поэтому на фасаде используется эмблема. Можно сказать, что к этому проекту я шел планомерно. Я обзавелся необходимыми инструментами, купил и заточил стамески, купил новую торцовочную пилу, благодаря которой можно делать пропилы под углом, и пилит она довольно чисто, хотя все равно на дубе у меня были прижоги, я их зачищал, и все, на мой взгляд, вышло как нельзя лучше. Как вы уже, видимо, поняли, это подставка для дисков PlayStation. Проект состоит из трех частей. Средняя часть – это ящик, и справа и слева от ящика две секции для дисков PlayStation. Все три части одинакового размера. Внешний размер каркаса 236 мм, внутренний размер, соответственно, 156 мм, ширина диска 170 мм. 1 мм я добавил на то, чтобы диски внутри пазов могли двигаться, не заклинивало их. И паз у меня получился шириной 15 мм и глубиной 7 мм. Между пазами 4 мм. Первоначально я планировал сделать полки для дисков в виде небольших реек, которые бы выступали из плоскости стенки. Но получалось так, что мне было не выйти при таком размере, не выйти на квадратную форму секции. Единственный вариант, который мне удалось подобрать, это секция с шириной 236 мм, высотой и шириной 236 мм и глубина паза 7 мм. Тогда у меня получалось 8 дисков, которые вставали вот в такой вот квадратную форму.
Средняя часть с ящиком имеет фасад. Кромки фасада запилены на 45 градусов. Так сделано для того, чтобы можно было утапливать фасад при открывании. Там установлен толкатель с магнитом. Толкатели для дисков имеют силиконовую головку. В проекте используется 33 толкателя, 1 толкатель для ящика и 32 толкателя для дисков. На каждый диск установлено по 2 толкателя. Ящики двигаются по 17-миллиметровым направляющим. Длина направляющих 182 мм. Это самые маленькие направляющие. Ну и, собственно, для этого проекта предельные. Следующие на 214 мм уже не влезали. Толкатели отлично справляются со своей ролью. Диски не перекашивает. Они выталкиваются. Если диск не придерживать, то да, он даже вылетает. В проекте использованы силиконовые ножки. И благодаря тому, что силикон плохо скользит по мебели и сама конструкция довольно массивная, срабатывание толкателей происходит без проблем. Вся конструкция не сдвигается, никуда не убегает. Задние стенки закреплены на шурупы. Так сделано для того, чтобы можно было ремонтировать или заменять толкатели. Я опасаюсь, что толкатели могут выйти из строя, и для того, чтобы их заменить, я сделал задние стенки съемными. Для отделки я использую масло с твердым воском, с черным пигментом. Очень переживал, что будет испорчен проект, потому что когда я начал наносить, вся конструкция стала невыносимо черной, ужасной, как будто измазанной какой-то грязью. Но все благополучно получилось, тем более, что все поверхности были отшлифованы до 360 грит. Один слой вот этого масла дал очень хорошую поверхность. Дети были несказанно рады подарку. Хотел снять небольшое видео про то, как они его распаковывают, но получилось уж очень личное видео, и решил оставить его для себя. Выкладывать не стану. Наконец проект завершен.
встал на свое место в комнате под телевизором. Вот у меня такая стойка для телека. И на средней полке под телевизором поместилась стойка для дисков. Вдобавок к этому я подвел к стойке USB кабель. Теперь можно заряжать джойстик прямо в ящике. Очень удобно. Диски расставили по местам. Есть еще даже одно место. Но выяснилась одна неудача. Теперь вот здесь, где стоит PlayStation, образовалась дыра. Весь благополучный фронт, который начинается от сабвуфера через стойку, заканчивается дыркой, там, где стоит PlayStation. Надо что-то думать, надо что-то придумывать. Может, у кого есть какие идеи, пишите в комментариях. Буду рад вашим советам. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Я готовлю новые проекты. Надеюсь, будет интересно. До свидания.